В очередной раз это я. Я никого ни к чему не призываю, лишь только хочу, чтобы вы поняли, что мир вокруг вас не такой, какой он вам кажется. Сегодня речь пойдет опять, разумеется, об инопланетянах, именно о тех особях, которых я видел и о которых я могу говорить как очевидец. Итак, начнем с расы раидов или так называемых серых. Их я видел многократно. Мы вступали с ними в боестолкновения, похищали их для лабораторий, для исследований и так далее. Что я могу сказать по этим особям? Ну, выглядят они точно как в синематографе. То есть большая серая голова, большие черные глаза, лишенные эмпатии, зеленовато-серые покровы. Кстати, вот из моей опытности, у некоторых глаза были не черные безжизненные, а желтые, вот, наполненные как будто бы вот янтарем или вот цвета меда, вот, ну, что-то в этом духе. И у них варьировался рост, длина конечностей, длина шеи и ширина плеч. Ну и вообще телосложение и торса. Это вот или их там штампуют как бы на каком-то таком несовершенном производстве или печатают на 3D принтерах и как-то вкладывают в них псевдоразум. Потому что сами по себе раиды, они не являются существами самостоятельными. Они выполняют функции как бы инструментов и живых биороботов. Какой физической силой они обладают? Они обладают физической силой, вот сопоставимой 3 или 4 земным людям. Они устойчивы к огнестрельным ранениям. Убить их можно только выстрелом в голову. Причем сами они способны оказывать некое психокинетическое воздействие на человека. Это можно назвать очень сильным, мощным гипнозом. Ареал их расселения, вот, допустим, они есть в горных районах Азии, в США, в России, встречаются крайне редко, и в основном это вот район Алтая и Северного Кавказа. Что касается других особей, особи, о которых я буду рассказывать далее, они намного более страшные и изощренные, потому что обладают собственной волей и собственным разумом. Что касается, допустим, вот рептильных существ, рептилоидов или нагов, этим существам, как утверждают аналитики Стрэнджа, им более 1 миллиона лет только на нашей планете, и миллионы лет их истории вот именно вот в космическом отношении. То высокие 2 или 2,5 метровые, а некоторые особи достигают и 4 метров в высоту, прямоходящие рептилоидные существа, больше похожие на крокодилов с вытянутыми мордами, вытянутыми челюстями, желтыми или зелеными кошачьими глазами, и каким-то своим воздействием они способны подавлять волю человека. Когда мы проходили инструктаж и тренировались в борьбе с этими существами, все мы проходили психоэмоциональную обработку. Очень серьезную. Мне просто очень тяжело об этом вспоминать. Ну, чтобы противостоять этому гипнозу. Но 50 или даже, может, 60% наших сотрудников, они не могли устоять перед вот этим психокинетическим воздействием. Кстати говоря, если быть более конкретным,
На просторах интернета гуляет фильм короткометражный, он называется «Ракка». Вот в этом фильме с точностью в 90% показаны вот эти вот существа. И то, что они сделают с нашей планетой, если мы не очухаемся в один прекрасный день. Если мы не начнем противостоять своим «я», своим разумением, своей волей вторжению этих существ. Кстати, тоже интересный факт. В этом фильме снимается Сигурни Вивер, и она же снимается в фильме «Чужой» во всех его частях. А «Чужой» — это существо инсектоидно-рептилоидного типа. И потом она снимается в фильме, где существа чисто рептилоидного типа. Вот спроста это, неспроста, я не знаю, но те, кто снимают фильмы, те, кто принимают законы, те, кто платят деньги под эти фильмы, это люди все осведомленные. Как бы что интересует рептилоидов на нашей планете? Да сама наша планета, территория, ареал обитания. Если, допустим, раидов их интересуют там ресурсы, генные технологии, биотехнологии, как бы такое, то рептилоидов интересует чисто наша планета. Они существовали на нашей планете миллионы лет назад. Не миллионы, а чуть более миллиона лет назад. Это еще в ту эпоху, когда, допустим, на Земле зарождалась рептилоидная жизнь, а потом это все шлепнулось метеоритом. Вот, поверьте мне на слово, если бы метеорит не упал и не погасил их еще тогда, здесь они бы эволюционировали и составляли бы конкуренцию человеку. Но каким-то образом им удалось сохранить часть своей популяции, и как бы где-то у них находится их маточная планета. Но об этом, к сожалению, мы не можем сейчас говорить, потому что, я вообще об этом говорить не могу, потому что я не в курсе. Я не астроном, я бывший военный, которому Стрэндж спас жизнь. Сейчас я живу более-менее спокойной жизнью, немножко с дневными прогулками, у меня проблемы из-за лица. А так, в принципе, я доволен жизнью. Теперь другой тип – это инсектоидные существа. Инсектоидные существа, они подчиняются интеллекту и рефлексам. У них есть определенного рода технологии, но это технологии биомолекулярные, то есть они ничего не строят, ничего не создают, они это рожают или обрабатывают какими-то секретами, и оно претерпевает изменения. Или они выводят специальные особи гигантских насекомых, как инкубаторов, хранилищ. У них есть насекомые, которые способны вырабатывать холод для хранения, там, допустим, их там пищевых запасов, которые могут вырабатывать тепло там для уничтожения или там для термической обработки, чего бы то ни было. Насекомые у них есть, которые по прочности превосходят платину или там, допустим, титан. Как бы у них биомолекулярные технологии, но опять-таки на нашу планету они попали случайно, и тоже давно. Это была астероидная бомбардировка планеты, и на одном из астероидов были вот споры этих существ, и их не споры, а ихний биоматериал, который вот как бы смог размножиться в условиях нашей планеты. Сейчас они живут также в горных массивах под землей. Они же плотоядны и питаются нередко человечиной. Кроме того, они проводят над людьми биомолекулярные эксперименты. У нас было предписание совершать суицид в случае возможного пленения этими существами, потому что они могли воздействовать на мозг и головную кору, делая из сотрудника что-то типа живой куклы, которую они могли заслать в аналитический центр там, с целью
совершения подрыва или еще чего-нибудь, убийства. Ну, как бы у них тоже есть варианты воздействия на людской разум. Все эти существа, роиды, рептилоиды и инсектоиды, они враждебны человеку. Нужно это понять, осознать и вымести их поскорее с нашей планеты. Если с рептилоидами еще возможны какие-то договоренности, на которые идут правительства многих стран в обмен на технологии, если с роидами были достигнуты определенные договоренности еще со времен Рейгана, то с инсектоидами никаких договоренностей быть не может. Они псевдоразумные существа, подчиняющиеся рефлексам и своему вот этому насекомьему разуму. И человек для них это разрозненная популяция точно таких же насекомых в их представлении, как и они сами, только они обладают ростом более 3 метров, жвалами размером с садовый нож и силой, как у танка. И их буквально многие сотни тысяч, если не миллионы живут под землей. Их самих 3 вида. Богомолоподобные, высокие, очень похожие на богомолов. Муравьеподобные, это их боевые единицы. Потом еще, которых видел я лично, это такие плотные, бочкообразные существа, но я так понял, что их они используют в пищу и сами же их выращивают. Плюс эти же существа являются инкубатором для их детенышей. Вот эта раса инопланетян, инсектоиды, она на данный момент самая опасная и самая малоизученная, потому что те, кто отправляются в рейдовых пещеры, они несут огромные потери и не возвращаются. С сегодняшнего дня я советую всем мысленно воспротивиться их присутствию на нашей Земле. Поставить барьеры и блоки и верить в лучшее. Поверьте, у нас есть душа, которой у них нету. Именно это не дает им покоя, именно это вызывает в них ненависть к нам.